Я вернулся и не с пустыми руками. Основное видео для вас. Прошу к просмотру. Третья глава начинается с сада, и в табличке «Добро пожаловать в ад, приятного пребывания». Сразу же мы видим нового персонажа, майор Стикс, демон, главный страж в аду, который прислуживает Люциферу. И через небольшой диалог мы видим самого Люцифера, короля ада, который по совпадению является отцом Дэмиана. Также с ним была анимация 10 лет тому назад от Вивен, создателя комикса, если вы уже успели забыть. Сын Три Шестерки. Но это уже не по теме видео. Люцифер велит найти Стиксу его сына, ведь он пропустил какое-то выступление. Тот же не растерялся и пошел к Тентадоре, няне Дэмиана, которая была искусственно создана с единственной целью – служить оружием похоти в человеческом мире и заманивать больше душ в ад. Но была перепрограммирована и взяла на себя роль няни Дэмиана. Стикс узнает от нее, что Дэмиан ходит в киноклуб. И вообще он в охеревозе, что он еще ходит в школу на земле, а в аду вместо него самого сидит кукла. Как я понял, Люцифер еще не знает, что его сын находится на земле. И это достойная медаль Отец Года, вот, держи. Стикса хватает паника, но Тентадора говорит то, что сейчас они вместе пойдут и найдут его. Только нужно захватить батарейки. Да, кстати, Стикс оказался настоящей Сигмой, ведь он отвергал почти любой контакт с женщиной. Дальше у них возникает перепалка с Хильдой. Она глава дома в королевском дворце, и после непродолжительной дискуссии наши Биба и Боба отправляются искать Дэмиана. В то же время сам Дэмиан идет со своими друзьями за морожкой, игнорируя наличие еще одного участника клуба. Грубо. Тут посреди АЗФ появляются наши Биба и Боб и узнают, что кружок, в котором участвовал Дэмиан, окончился 40 минут назад. Потом Кэм вместе с Духами Ада вваливается к своей компании работников АЗФ, и Духи Ада говорят, что ищут Дэмиана. Это все слышит Саймон и возмущается. Якобы почему демону из ада можно посещать школу, ведь по его словам демоны это угроза жизни. Но тут в диалог с бешенством влетает Кэм и требует пояснения, что здесь происходит. Ей начинают пояснять то, что Тихая Гавань это то место, куда человеческое общество изгоняет их из леса Океаника. Также у них были заключены соглашения и наложены заклинания, дабы не пустить злые силы в пределы Тихой Гавани. Появляется вопрос, как тогда вампиры проникли к ним? Ну, ответ прост, они и сами не знают, ну, по крайней мере, это по словам Саймона. Саймон спрашивает, почему сын дьявола ходит в школу, пока остальным демоническим созданиям это запрещено. Захария говорит, что к ним обратились опекуны, ну, те Биба и Боба. Им показалось, что ему было некомфортно в прежней учебной атмосфере, и они подумали, что будет лучше, если он будет находиться с детьми своего возраста. В это время Дэмиан уже был на рынке, где увидел ларек с комиксами. Но тут их отвлекает, КЗ, как его назвать, пусть будет священник. Священник их отвлекает и триггерит на себя Дэмиана. Тот ему тычет крест, от чего Дэмиан триггерится еще больше. Но его подстреливают офицеры Тихой Гавани. За него заступается няня, и неожиданно появляется сам Сатана. Дальше наши неудачные опекуны и сам Дэмиан на минус морали идут отчитываться перед Сатаной. После непродолжительных нотаций от Люцифера вопрос о том, что Дэмиан делал снаружи, был решен. Наконец-то мы переходим на ветку сюжета с Кэмерон. Но хорошо, что все хорошо кончается. Она начинает потихоньку привыкать, и то время, когда она видела во всех недоброжелателя, прошло. Она готова узнавать новое об этом мире. И на этом заканчивается третья глава. Для меня эта глава была интересна не только со стороны сюжета, но и со стороны раскрытия некоторых персонажей. Также, что интересно, со стороны морали, ведь тут каждый для себя найдет свою мораль. Например, не нужно судить книгу по обложке, как это делала Кэм. Ладно, давайте не затягивать и переходить к 4 главе. По ней пройдусь быстрым шагом, так как я посчитал, что там достаточно много воды. Начинается все с того, что Кэм наконец-то адаптировалась и начала работать. Первый, кто пришел к ней на сеанс, это Джексон, и сразу начал вываливать свою историю. После гибели отца в семье, его мать обратилась к своей сестре, которая была замужем за Сатану. Но по итогу Сатана наградил еще нерожденного ребенка даром бессмертия, но взамен подкинул ему невероятное невезение. Дальше он начинает говорить о том, как нашел себе друга, а именно Зила. Также о своем отношении к семье и много всего не очень важного для сюжета. Примечание важного для сюжета, но не очень важного, чтобы говорить об этом в видео. Дальше его булят, да и в принципе все. Об этой главе много не скажешь, ну, лучше ее самому прочитать. Что ж, последняя 5 глава. 5 глава по большинству посвящена новому лицу данного комикса Эдисону Вудсу. Прежде чем начать рассказывать, небольшое пояснение по этой главе. Я пробегусь по ней быстрее, чем по предыдущей, ведь сама глава не закончена, основного сюжета в ней мало, да и разбирать там нечего. И не особо охота говорить о гей-похождениях, так что если вам интересно, прочитайте сами. Вкратце, теперь Дэмиан может находиться в мире сверху, Эдисон ведет светские беседы с Густавом, новым персонажем комикса. Потом, как я понял, первый ревнует к второму, второй ревнует к первому, Дэмиан ревнует к второму, да в принципе и все. Что ж, наконец-то закончилась эта зафобия. Читать его было интересно, порисовка с каждым кадром становилась лучше. В некоторых местах имеется мораль, да в принципе и все. Подписывайтесь, ставьте лайки, следующее видео будет по Телю Хасбину, а я с вами не прощаюсь.
Также у меня появилась идея заказать коллекционные карточки по отелю Хазбину, и я вам буду очень благодарен, если вы мне поможете с денежкой. Сами карты я планирую открывать на стриме. Ну, если, конечно, мы соберем денежку.